Добрый день, уважаемые зрители! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я хочу обсудить с вами одну из самых сложных и актуальных тем современности – переговоры между Россией и Украиной по поводу мирного соглашения. Эти переговоры, начавшиеся как попытка найти дипломатический компромисс, все больше и больше напоминают судебный процесс, где стороны предъявляют друг другу четко сформулированные требования, претензий. Россия требует признания своих территориальных приобретений и ограничения суверенитета Украины, в то время как Украина настаивает на восстановлении своих границ 1991 года и полном суверенитете. Однако за рамками этих дискуссий остается крайне важный вопрос – нарушение России Будапештского меморандума 1994 года. В этом контексте я, как юрист, хочу предложить и обосновать идею, что требование ядерного разоружения России может и должно стать санкцией за это нарушение, а также частью встречного иска Украины в рамках переговорного процесса. Давайте разберемся, почему это требование юридически и морально обосновано и как оно может быть использовано в квазисудебном формате переговоров. Для начала давайте разберемся, почему я называю переговоры между Россией и Украиной квазисудебным процессом. Переговоры, которые начались после эскалации конфликта в 2022 году, изначально задумывались как дипломатический инструмент для прекращения боевых действий и поиска компромисса. Однако их структура и динамика все больше и больше напоминают именно судебное разбирательство. Россия выступает с позицией, которую можно сравнить с иском. Она требует признания аннексии Крыма, оккупации частей Донбасса, а также навязывания Украине статуса нейтралитета, что фактически означает частичное ограничение ее суверенитета. Эти требования подкреплены военной силой, что делает переговоры асимметричными и усложняет достижение компромисса. Украина, в свою очередь, занимает позицию ответчика, который не только защищает свои права, но и предъявляет встречные требования. Украина настаивает на восстановлении своей территориальной целостности в границах 1991 года, что включает возвращение Крыма и Донбасса, а также на сохранении полного суверенитета, включая право на вступление в международные альянсы, такие как НАТО. Эти позиции опираются на нормы международного права, включая Устав ООН, Хельсинский акт 1975 года и, что особенно важно для нашего сегодняшнего обсуждения, Будапештский меморандум 1994 года. Именно нарушение Россией этого меморандума лежит в основе одного из самых серьезных юридических аргументов Украины. И я, как юрист, считаю, что это нарушение открывает возможность для формулировки радикального, но обоснованного требования ядерного разоружения России как санкции за ее действия. Чтобы понять, почему это требование имеет право на существование, давайте разберемся в сути Будапештского меморандума и последствиях его нарушения. Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Россией, США, Великобританией и Украиной, является ключевым документом, который закрепил обязательства сторон в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире, около 1900 стратегических ядерных боеголовок и более 2500 тактических ядерных вооружений.
В рамках меморандума Украина согласилась передать это оружие России и присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия ДНЯО как неядерное государство. Взамен Россия, США и Великобритания обязались: первое. Уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Это второе. Третье. Воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение Украины своим интересам. Это тоже интересно. И четвертое. Предоставлять гарантии безопасности в случае угрозы или применения силы против Украины. Эти обязательства были нарушены Россией, начиная с 2014 года, когда она аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистские движения в Донбассе. Эскалация конфликта в 2022 году, включая полномасштабное вторжение, окончательно подорвала доверие к меморандуму как инструменту международной безопасности. Нарушение России своих обязательств является международно противоправным деянием в соответствии со статьями об ответственности государств за международно противоправные деяния, принятыми Комиссией международного права ООН в 2001 году. Согласно этим статьям, государство, совершившее противоправное деяние, обязано прекратить его, предоставить реституцию или компенсацию и, при необходимости, сатисфакцию, меры, выражающие признание вины. Однако традиционные меры, такие как финансовые компенсации или извинения, неадекватны масштабу нарушений, совершенных Россией. Аннексия территорий, военные преступления, разрушение инфраструктуры и подрыв глобальной безопасности требуют более серьезных санкций. Именно здесь возникает идея ядерного разоружения России как формы ответственности, которая могла бы стать частью встречного иска Украины в переговорном процессе. Теперь давайте подробно разберем, почему требование ядерного разоружения России является юридически и морально обоснованным. Я выделю несколько ключевых аргументов, которые, как юрист, считаю необходимыми для обоснования этой позиции. Первое. Пропорциональность санкций нарушения. Международное право требует, чтобы меры ответственности за противоправные деяния были пропорциональны причиненному ущербу. Нарушение России Будапештского меморандума не только подорвало безопасность Украины, но и создало угрозу для всей системы глобального нераспространения ядерного оружия. Россия использовала свой ядерный статус как инструмент шантажа, угрожая применением ядерного оружия в случае вмешательства третьих стран в конфликт. Это не только нарушение меморандума, но и угроза принципам ДНЯО, который Россия как ядерное государство обязалась соблюдать. Ядерное разоружение России как санкция пропорционально масштабу ее действий. Отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году был основан на доверии к гарантиям безопасности, которые Россия грубо нарушила. Это нарушение не только лишило Украину возможности защищать себя, но и подставило под сомнение ценность подобных гарантий для других неядерных государств. Если Россия сохраняет свой ядерный арсенал, продолжая нарушать международные обязательства, это создает прецедент, который может спровоцировать новую гонку вооружений, поскольку другие страны могут начать стремиться к ядерному оружию как единственной надежной гарантии безопасности. Как юрист я подчеркиваю, что международное право не только о юридических нормах, но и о моральной ответственности. Россия, как одна из сторон Будапештского меморандума, несет моральную ответственность за последствия своего предательства.
Украина отказалась от ядерного оружия, полагаясь на добросовестность России, США и Великобритании. Нарушение России своих обязательств подорвало не только безопасность Украины, но и доверие к международным соглашениям в целом. Ядерное разоружение России могло бы стать формой сатисфакции, акта, демонстрирующего признание ее вины и восстановление доверия к системе международной безопасности. Хотя требование ядерного разоружения кажется радикальным, в истории международного права существуют прецеденты, когда государства подвергались серьезным санкциям за нарушение своих обязательств. Например, после Первой мировой войны Версальский договор наложил на Германию значительные ограничения, включая демилитаризацию. Аналогично, после Второй мировой войны страны-победительницы приняли меры для ограничения военного потенциала Германии и Японии. Хотя эти примеры не касались ядерного оружия, они демонстрируют, что международное сообщество может налагать серьезные ограничения на государства, действия которых угрожают глобальной стабильности. Кроме того, Россия сама была бенефициаром Будапештского меморандума, получив ядерный арсенал Украины. Это делает ее ответственность еще более очевидной. Она не только нарушила свои обязательства, но и использовала полученное оружие для укрепления своей геополитической позиции. Требование ядерного разоружения можно рассматривать как восстановление справедливости, лишая Россию преимуществ, полученных в результате нарушения меморандума. Требование ядерного разоружения России могло бы получить поддержку международного сообщества, особенно тех стран, которые также подписали Будапештский меморандум, США и Великобритании. Эти государства несут моральную и юридическую ответственность за обеспечение безопасности Украины, и их поддержка могла бы придать вес этому требованию. Кроме того, страны, выступающие за глобальное ядерное разоружение, такие как члены движения неприсоединения, могли бы поддержать эту инициативу, рассматривая ее как шаг к укреплению режима нераспространения. Как юрист я понимаю, что требование ядерного разоружения России может быть воспринято как нереалистичное в текущих условиях, однако в переговорном процессе оно могло бы сыграть роль стратегического инструмента. Во-первых, оно подчеркивает серьезность нарушений России и ее ответственность перед Украиной и международным сообществом. Во-вторых, оно может стать частью торга, позволяя Украине добиться уступок в других вопросах, таких как восстановление территориальной целостности. В-третьих, оно привлекает внимание к необходимости реформирования системы международной безопасности, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем. Теперь давайте разберем, как требование ядерного разоружения России может быть сформулировано и реализовано в рамках переговорного процесса. Первое. Формулировка как встречного иска. Украина может официально заявить, что нарушение России Будапештского меморандума требует санкций, пропорциональных причиненному ущербу. Ядерное разоружение России можно представить как меру, направленную на восстановление баланса безопасности в регионе и предотвращение дальнейших угроз. Это требование может быть включено в официальные переговорные документы и подкреплено ссылками на международное право, включая Устав ООН, ДНЯО и статьи об ответственности государств. Второе. Международная поддержка. Для реализации этого требования Украине необходимо заручиться поддержкой международных партнеров. США и Великобритания, как подписанты меморандума, могли бы сыграть ключевую роль, поддержав это требование на площадках ООН или других международных форумах. Кроме того, Украина могла бы инициировать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую нарушение России меморандума и призывающую к мерам ответственности. Третье. Пошаговый подход. Полное ядерное разоружение России может быть долгосрочной целью, но в краткосрочной перспективе Украина могла бы требовать частичных мер,
таких как сокращение ядерного арсенала России, усиление международного контроля над ее ядерными объектами или введение моратория на разработку новых ядерных вооружений. Эти шаги могли бы стать компромиссом, который сохраняет давление на Россию, но не провоцирует немедленной эскалации. Четвертое – судебные механизмы. Хотя Россия не признает юрисдикцию Международного суда ООН, в этом вопросе Украина может использовать другие международные площадки, такие как Международный уголовный суд или арбитражные трибуналы для привлечения внимания к нарушению меморандума. Даже если эти механизмы не приведут к немедленным результатам, они усилят моральную и юридическую позицию Украины. Как юрист я обязан признать, что требование ядерного разоружения России сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обладает правом вето, что делает невозможным принятие обязательных резолюций в рамках ООН. Во-вторых, ядерное разоружение требует согласия самой России, что в текущих условиях маловероятно. В-третьих, это требование может быть воспринято как провокация, способная привести к эскалации конфликта. Однако эти вызовы не означают, что требование не имеет смысла. В переговорном процессе оно может служить инструментом давления, подчеркивая ответственность России и привлекая внимание к необходимости реформирования системы международной безопасности. Кроме того, это требование может стать частью более широкой стратегии Украины, направленной на восстановление справедливости и предотвращение будущих агрессий. Уважаемые зрители, переговоры между Россией и Украиной – это не просто дипломатический процесс, а квазисудебный спор, в котором стороны предъявляют взаимные претензии, опираясь на нормы международного права. Нарушение Россией Будапештского меморандума 1994 года является одним из самых серьезных международно противоправных деяний, совершенных в ходе этого конфликта. Как юрист я утверждаю, что требование ядерного разоружения России как санкции за это нарушение имеет юридическую и моральную основу. Оно пропорционально масштабу причиненного ущерба, подчеркивает ответственность России и может стать стратегическим инструментом в переговорах. Я, юрист Валерий Табаков, призываю международное сообщество поддержать Украину в ее стремлении к справедливости. Требование ядерного разоружения России – это не только способ восстановления баланса безопасности, но и шаг к укреплению доверия к международным соглашениям. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что этот анализ поможет вам лучше понять сложность и важность текущего момента. Подписывайтесь на канал, чтобы продолжать обсуждать актуальные вопросы международного права и справедливости. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.